Читать книги об экспедициях зачастую приятнее и увлекательней, чем самому находиться в гуще событий. Конечно, ведь вы избавлены всяких рисков и томительных часов ожидания. Можете заварить себе кофе, улечься на любимый диван и с удовольствием погрузиться в мир гор. Друзья, всем привет! С вами Тарас Поздний, и сегодня мы продолжаем говорить о книгах. Я уже рассказал о 7 книгах об Эвересте, а сегодня я вам расскажу о 10 книгах о горах, кроме Эвереста. В моем детстве раздобыть книги о горах было достаточно сложно, но родители все равно где-то их находили, а я читал все, что попадало под руки. Именно с тех времен запомнил книгу «Категория трудности» Владимира Шатаева. Я точно не помню, это была первая книга о горах или одна из первых, прочитанная мною, но она оставила сильнейший отпечаток в моей памяти. Книга о сложных восхождениях советских альпинистов, в основном на памирские семитысячники. Сейчас она вернулась в мою библиотеку, и с удовольствием я ее еще раз перечитаю и освежу воспоминания. Еще одна знаковая книга, которую я помню с детства, это «Хрустальный горизонт» знаменитого альпиниста и писателя Райнхольда Месснера. Именно Месснер первым поднялся на все 14 восьмитысячников. Сделал это без кислорода, зачастую были соло и зачастую это было первопрохождение. Но знаете, самое крутое в этой истории для меня то, что Райнхольд Месснер до сих пор живет и здравствует где-то там у себя в замке в Южном Тироле. Хотя и потерял множество товарищей и своего брата во время восхождений на восьмитысячники. Итак, «Хрустальный горизонт» — это классика книг про горы, которая в полной мере показывает сложность соло-восхождений и сложность пребывания на горе в одиночку. Вообще, Райнхольд Месснер написал около 50 книг, и только некоторые из них переведены на украинский или русский язык. Одна из них – это «Моя жизнь на пределе». По сути, это автобиография Месснера. Показывает становление личности одного из самых неординарных восходителей всех времен и народов. Как, будучи уродженцем небольшого городка или даже селения в Южном Тироле, он сумел выбраться и умел находить спонсоры на дорогие экспедиции на восьмитысячники. Еще одна – это «Залишитися живым». Эта книга есть у меня только на украинском языке. Книга о восхождении на все 14 восьмитысячников, где в каждой глава это отдельный восьмитысячник. Есть момент, который мне не сильно понравился в этой книге, это то, как Месснер свысока отзывается о всех, кто не ходит на восьмитысячники соло, без кислорода и не делает какие-то первопрохождения. Он очень сильно обесценивает тех, кто ходит там классическими маршрутами, пользуется услугами гидов и искусственным кислородом. Конечно же, меня это немножко задело, но в то же время, кто как не Месснер может иметь такую точку зрения. Если уж заговорили о первовосхождениях, сразу хочу вспомнить книгу Мориса Эрцога «Анапурна» об первом восхождении человека на восьмитысячник. Кстати, что примечательно, главной целью экспедиции было восхождение над Хуалагири-1. Но после длительной разведки гора была признана неприступной, и фактически случайно им удалось подняться на Анапурну. Это и стало первое восхождение человека на 8000, успешное. Кстати, есть некоторые сомнения по поводу правдивости достижения вершины в этой экспедиции, но в любом случае Анапурна – одна из самых интересных и увлекательных книг о горах, которую я читал. Следующая книга, которая у меня лежит, это «Чагорі» или «К2». За основу взята история первого восхождения на вершину под руководством Ардито Дезио. Также книга дополнена заметками Вольтера Бонатти, который, собственно, и поднялся на вершину первый, Райнхольда Месснера, Ежи Кукучки, знаменитого польского альпиниста, который второй поднялся на все 14 восьмитысячников, а также Геннадия Копейки, первого украинца, который поднялся на вершину К2. После Чагорі, третьей по высоте, идет вершина Канченджанги, 8586 метров. Кстати, многие считают эту вершину самой красивой в мире и самой живописной. Я же ее видел только издалека, поэтому, на мой личный взгляд, пока судить не берусь. Издательство Travel Book выпустило книгу в серии World's Highest Mountain об Канченджанге. Это история, которая начинается с небольшой заметки самого Николая Рериха, который очень любил Гималаи. Дальше продолжается история о первом восхождении на эту вершину и дополнена заметками Райнхольда Месснера и Ежи Кукучки.
Дальше, если идти по высоте по нисходящей, должна быть книга Олходзе, 4-й вершине мира. И на самом деле такая книга есть, она называется «Шаги по вертикали» Сергея Бершова. Отличная книга об самом, наверное, знаменательном восхождении 20 века на южную стену Олходзе. Но, к сожалению, пока ее не выдали у нас в Украине, и раздобыть мне ее не получилось, поэтому перейдем к следующей книге, а именно к Макалу «Западное ребро». Книга рассказывает о восхождении французов на одну из высочайших вершин мира по одному из самых сложных маршрутов. Эту книгу я символически читал в своей экспедиции на Макалу. Видео вы можете посмотреть где-то тут по ссылке выше. Сама книга читается очень легко, в полной мере передает атмосферу экспедиции, и ты как бы переносишься на склоны горы. На все восьмитысячники первые восхождения были совершены большими экспедициями, осадным, так называемым гималайским методом с огромными бюджетами. И только на вершину Чойо удалось совершить первопроход маленькой небольшой команды без большого финансирования, но с твердой верой в победу. Экспедиция была больше похожа не на первопрохождение восьмитысячника, а на какое-то путешествие или исследование. Во всех красках легким языком Герберт Тихий рассказывает о первопрохождении своей маленькой группы на вершине Чойо в книге «Чойо. Милость богов». Кстати, на Чойо я был 24 сентября 2019 года, и видео с экспедиции вы тоже можете посмотреть у меня на канале. Замкнуть десятку книгой больше не про восхождение, а про приключения. Про приключения длиной целых 7 лет. Уверен, все вы знаете историю «7 лет в Тибете», ведь она была экранизирована, получился прекраснейший фильм. Есть книга, которая, как всегда, более увлекательна, чем фильм. Кроме этого, в данной книге эта сборка получается. Первая часть – это «Белый паук», о прохождении Северной стены, о прохождениях Северной стены Эйгера. И вторая – это «7 лет в Тибете». Рассказывает, как Генри Харрер в 1939 году отправился в Пакистан на восхождение на Нанга-Парбат. Там попал в плен к англичанам. И только спустя 5 лет ему с друзьями удалось вырваться с плена и прибыть в Лхасу. В Тибете он пробыл целых 7 лет, прожил целую такую большую или небольшую, но настоящую насыщенную жизнь, познакомился с их культурой и только в 1950 году сумел вернуться домой. История очень увлекательна, она просто невероятна, поэтому кто не смотрел фильм «7 лет в Тибете», смотрите фильм, читайте книгу. Уверен, вам понравится. Друзья, напомню, что большинство книг забрендировано Кулуаром. Мы сотрудничаем с издательством Travel Book. Здесь на корешку есть наш логотипчик на большинстве. Таким образом вы можете собирать свою горную коллекцию книг Кулуара. Кроме этого, в конце у нас есть там красивая цветная вставка. Купить вы их можете как на сайте издательства, так и у нас на сайте Кулуара. Друзья, как всегда, попрошу вас рассказать, а какие книги вы читали о горах, читали ли что-то с этого перечня, что вам больше понравилось, что вам меньше понравилось, может, какие-то другие прочли. В общем, оставляйте комментарии, будем собирать самую полную библиотеку книг о горах. И да, как и в прошлом видео о книгах об Эвересте, в этом видео я тоже хочу разыграть 3 любых книги на выбор. Как только видео набирает 1000 лайков, я проведу розыгрыш и случайным образом выберу 3 победителей, которые смогут выбрать любую из книг. Поэтому оставляйте комментарии, ставьте свои лайки, делитесь видео с друзьями, чтобы оно набрало как можно больше просмотров. И до встречи в горах. Пока!